В Литве мы попали в особенное, уникальное место, аналогов которому не найти, пожалуй, нигде в целом мире. Десятки тысяч крестов, принесенные сюда людьми со всех уголков планеты. Эти кресты образуют целый лес, целое некое такое металлическое деревянное царство. И гуляя здесь днем, я ощущал очень древнюю энергетику, но в то же время я думал, как же здесь жутковато может быть ночью. Это ж готовый атмосферный антураж для фильма ужасов. Вся эта гора крестов превращается ночью в мистическую декорацию, пропитанную историей и легендами. Представьте себе ночь, туман и этот безмолвный легион крестов, застывших в темноте. Каждая тень, каждый скрип металла на ветру. Здесь можно снимать самые пугающие сцены, где граница между духовным и потусторонним стирается. В общем, если хотите потрепать себе нервишки, приезжайте на эту гору ночью или вечером. Вот чему удивилась, так удивилась. Такое количество собрано крестов, ну, то есть здесь не только те люди, которые погибли, здесь и благодарят, здесь и просят помощи. Я увидела в первую очередь, для меня это было интересно, как бы различные конфессии, неважно кто и где и какие страны. Очень много украинцев пишут слова благодарности Литве за поддержку, что они рядом, что они помогают. И вообще, скажем, место такое действительно, где люди склоняют головы. Но такого количества крестов в одном месте, ну прям реально сложно встретить. Вот мы пересекли границу с Литвой. Я сейчас в Литве уже. Но не везде дороги еще асфальтированные в Литве. Вот в какой-то сельской местности дорога прям еще грунтовая. Или грунтовая. Дорога еще грунтовая. Каледа, каледа, всякой менюриту, дивой поседарелио, каледа, каледа. Но особенностью этих болот, кстати, называется Мушас Тирялис, является то, что здесь тропа из досточек длиной более 6 километров. Эта тропа даже внесена в книгу рекордов Гиннесса Литвы как самая длинная тропа на болотах. Судя по тому, как мы решили собрать коллекцию болот по Прибалтике, в нашей коллекции появится еще одна жемчужина. Уже теперь литовское болотище. Полным-полно грибов. Правда, вот неизвестно, съедобны ли они, но как минимум один раз. Google озадачила, он почему-то молчит. Видимо, еще не встречал таких. На самом деле грибы знакомые, что-то типа белого, нам удалось найти в других местах в Литве. Горсть, которую насобирали за 2 дня до отлета, Миле удалось провести в Израиль, и хватило даже на жареху. Ну а здесь болотными грибами, поганками мы только любовались. В отличие от латвийского болота Кемери, здесь мы наблюдали некоторое такое слияние и болот, и так называемых мокрых лесов, и натуральных озер. И эта красота навеяла в памяти пейзажи из далекого прошлого, на лоне которых проходило мое детство. Просто какой-то сказочный лес такой. Сказочный лес.
deghe. Мы находимся в городе прекрасном, но, к сожалению, название ускальзывает от нашего мозга. Мы пытаемся его обозвать Шаолинем. Вот. Шауляй. Ну, что-то вот в таком духе. Прекрасный город, мило, все очень аккуратненько. Ну вот здесь у нас главная Шауляйская площадь. Представлена каким-то монументом со смотровой площадкой наверху. Можно подняться. Ну что поражает, вот и что много зелени здесь, конечно. Город просто утопает в каких-то парках, в цветах. Присутствует надпись «Шауляй Свеся». Типа «Я люблю свой Шауляй», наверное, да? Или «Шауляй любимый». Мы выяснили, что название города произошло от слова «шаулис» – «стрелок». Не Сауле, как многие ошибочно утверждают, что он город солнца, а «стрелок». Вот ему памятник здесь, в центре парка, и посвящен. Этот лис входит в Литовскую книгу рекордов как самая большая скульптура животного в Литве. Внутри него содержится какая-то капсула, где написали послание будущим поколениям. Мила прочитала в путеводителе, что в Шауляе первый в Литве бульвар, который закрыли от движения машин. И сделали только пешеходные улицы. Это впервые случилось здесь. И случилось это в 1975 году еще, то есть 50 лет назад. Рано утречком из Шауляя мы отправляемся в одно из самых удивительных мест Европы – на Куршскую косу, литовскую часть этого песчаного чуда. Это такая тонкая полоска суши длиной почти 100 километров, разделяющая Балтийское море и Куршский залив. Коса возникла более 5000 лет назад под воздействием волн и ветра. Самое широкое место около 4 километров, а самое узкое всего 400 метров. Сейчас коса является заповедной зоной, тут даже берут плату за въезд. Но не всегда она была такой зеленой. К 18 веку из-за вырубки лесов она превратилась в настоящую пустыню, которая поглотила целые деревни. И только титанический труд по закреплению и озеленению дюн, который начался еще в 19 веке, спас этот край. Вот мы пришли на холм ведьм. Вчера мы были на холму крестов, а сегодня холм ведьм. Здесь ведьмы живут. Этот лесной склон издавна считался священным местом. По преданиям здесь собирались ведьмы, черти и другие мистические существа для своих шабашей. Но чертей нам встретить не удалось, зато обнаружили уникальный музей деревянной скульптуры под открытым небом. Здесь на протяжении 40 лет литовские мастера создали более 80 резных фигур, героев фольклора и языческих богов.
Ну, поистине место, где искусство переплетается с мистикой леса. Вот такая необычная горка здесь для детишек. Кто мечтает занозу в попу, пожалуйста, может попробовать. Ну вот на Курской косе есть городок Нида, рыбацкий такой поселок. Сейчас пойдем посмотрим. А при входе стоит камень. То да, это нас вот приветствует. Так, спасибо, что мы приехали. Самый известный поселок Курской косы нас особо не впечатлил. Ну да, яркие резные рыбацкие домики, расслабленная атмосфера, но людей почти не видно. Видимо, не сезон или холодный ветер с моря разогнал туристов и жителей. Я подумал, в таком месте хорошо искать уединение, забуриться в домик с печкой зимой и прощать цивилизация. Недаром еще в 19 веке поселок облюбовала творческая богема, видимо, в поисках покоя или вдохновения. Есть тут на косе место, которое называется Дюна артистов. Это, видимо, с нее открываются какие-то виды, которые вдохновляют артистов. Написано, что тут ведут на эту дюну 250 ступенек. Ну, надеемся преодолеть. Дюну артистов раньше называли дюной смерти. Ведь в позапрошлом и прошлом веках пески еще активно мигрировали и поглощали целые деревни. И здесь находился лагерь для художников и фотографов. Они приезжали, чтобы запечатлеть это удивительное, но безжалостное движение песков. Отсюда и название. Ну а сегодня это напоминание о силе природы и о том, как важно беречь этот хрупкий ландшафт. Опять переправа с Курской косы в Клайпеду, которая длится минут 10. И в Клайпеде мы заселяемся в недорогой, но местами довольно изысканный отель «Богема». Это свита, то есть тут такая типа спальня есть отдельная. Очень любопытные обои. И здесь типа вторая комната. Здесь мы имеем большое помещение с диваном, с таким массивным зеркалом. Опять же, есть телевизор, стол, шкаф. Этот номер стоит 130 евро за ночь, включая завтрак на троих. У нас был всего один вечер, чтобы окунуться в атмосферу Клайпеды. Город не ошеломляет суетой, и в этом его прелесть. В старом городе нет помпезности, но есть некоторая европейская элегантность в этих вековых домиках, мощенных улочках. Это место для неспешных прогулок, чтобы оценить архитектуру и историческую застройку. В Клайпеде очень бросается в глаза вода. Город расположен там, где река Дани встречается с Балтикой, впадая в Курский залив. Сама река очень красивая. Она спокойно протекает через город, и вдоль ее берегов приятно прогуляться. А еще в Клайпеде мы увидели очень красивый закат. Вот мы шли вдоль реки и пришли к тому месту, почти к тому месту, где река впадает в море. Точнее, не в море, а в залив, который образуется Курской косой. В устье реки много всяких различных парусников, катеров, яхточек.
закат. Спокойной ночи, Клайпеда. Недалеко от Каунаса находится Литовский этнографический музей под открытым небом. Сегодня вторник, и людей вообще нет. 12 часов дня, 9 градусов, ветерок, довольно зябко. Но самое интересное, что все это находится в лесу. Очень красивый лес, тишина. И, конечно же, полюбоваться здесь природами — это большое удовольствие для нас, потому что такой природы у нас нету. Я как представлю, как здесь тепло, когда натопишь печку. Хорошо зимой. Попьешь коровьего молочка с хлебом свежеиспеченным и в кроватку. Благодать. Ну, это памятник, посвященный жертвам репрессий в Литве. Тут народ массово тысячами просто сгоняли в Сибирь, когда пришла советская власть, чтобы очистить, так сказать, ряды и укротить этот народ. Многие семьи были разрушены. Вот тут написано, что даже не 1000, а 400 тысяч было депортировано из Литвы. Но время показало, что народ не укротишь. Если он хочет быть независим, он будет независим, и это хорошо и правильно. Здесь находится изобретение человечества мельница туалет. Ну, по виду вроде как и по размеру больше похоже на туалет, но с лопастями как мельница. Так что мы решили, что это так. Деревня, каждый домик с двориком, засаженным цветами. Красота. Вот она, новоявленная литовская семья. Добро пожаловать в хату. Вот оказывается, здесь не только показана крестьянская жизнь, но и городская жизнь. Есть такой отдел, городок называется, наверное, середины прошлого века, может быть, начала прошлого века. Ремесленники и купцы здесь жили. Тут можно фильмы снимать. Обойти все 200 гектаров этого крупнейшего в Европе музея под открытым небом мы, конечно, не смогли. Вспомнили Латвийский этнографический музей, где площадь только 87 гектаров и вроде как поменьше здания. Трудно определить, где было интереснее. Обе деревни — это как ожившая история, и знакомиться с прошлым таким образом намного занимательнее, чем по книгам. Отсюда мы отправились в гостиницу в Каунасе, откуда стартануло знакомство со вторым по населению городом Литвы. Вот замечательный город Каунас и одна из
самых исторических достопримечательностей крепость, которая считается полуразрушенной, но не знаю, на самом деле она в великолепном состоянии, на мой взгляд. Да и сам город прекрасно выглядит. Каунас нам понравился. В 20-30-е годы прошлого века он даже был столицей Литвы, поскольку Вильнюс тогда находился под контролем Польши. Здесь красивые здания, две реки сливаются в одну. На длиннющей 1,5 километра пешеходной аллеи Свободы гуляют люди. Здесь стоит провести пару дней, а не как мы, только полдня и ночь. Kauniečiai sako, mes prie Nemuno užaugę, labai mes mylim savo miestą Kauną, mes bet kurioj kelionėj nesušalsim. Ну а вот самое высокое здание в Каунасе высотой 70 метров. Это не что иное, как костел Иисусу. Он был построен в 30-е годы в стиле модернизма. Очень необычное здание, совсем не похоже на церковь в классическом стиле. Вот так основное здание выглядит внутри. На окнах витражи. Вот каким-то образом я проскочил наверх. И отсюда виды на славный город Каунас открывается. А, здесь еще есть выше площадка, вон. То есть это вот башня, на которую, наверное, нельзя подняться, или там на другом лифте надо подниматься. Так вот, мы выезжаем из Каунаса, направляемся в Тракай. Это городок такой недалеко от Вильнюса. Через 600 метров на перекрестке с круговым движением сверните на 4-й выезд. Тракай – это бывшая столица Великого княжества Литовского. Город, стоящий на воде, с его величественным замком на острове. Но для нас эта поездка имела особое, можно сказать, личное значение. Дело в том, что родители моей бабушки по папиной линии были караимами. И, конечно, в Тракае наше внимание было приковано к Караимской улице. Это такой живописный район с уникальными деревянными домами. Караимы поселились здесь более 600 лет назад, когда великий князь Витаутас привез их из Крыма в качестве верных воинов и служащих. Этот малочисленный тюркский народ, который на протяжении веков сохранил свою уникальную культуру, язык и, главное, свою веру – караизм. Караизм – это такое религиозное течение, которое возникло внутри еврейского народа примерно в 8 веке. И его название происходит от ивритского слова «кара» – «читать». Караимские иудеи признают только письменный закон – Танах, но отвергают устный закон – Талмуд. В Тракае до сих пор проживают десятки караимских семей, и есть даже музей, где можно познакомиться с их историей. Столица Латвии Вильнюс, безусловно, потрясающий город. Его старая часть с архитектурой полной контрастов. Здесь рядом мы увидели и древние замки, и тут же тебе и барочные церкви, и модернизм. Считается также, что Вильнюс был таким архитектурным мостом, откуда барокко и классицизм
распространялись дальше на восток, формируя вкус Восточной Европы. Ну вот мы поднялись на эту башню, которая перед Вильнюсской базиликой. И с нее открываются прекрасные виды на старый город. Очень сильно нас поразило также обилие зелени. И недаром город регулярно признается самым зеленым в Европе. Городские парки и леса занимают здесь, внимание, более 40% территории города. Ну вот такое ощущение создается, что Вильнюс — это сплошной парк. Куда ни плюнь, везде парк. Вышел чуть-чуть в сторону от старого города. Тут просто река течет, и в окружении лес только один. И можно идти километры наяривать. И ты вроде как в городе, а вроде как и не в городе уже. Вот мы решили подняться по сопочке на холмик такой, где есть монумент «Три креста». Поднялись мы к 3 крестам. Отсюда прекрасный вид на старый город. Город находится на слиянии двух рек. И, конечно, голубые артерии добавляют немало шарма в копилочку Вильнюса. И мы прибыли к заключительному пункту нашего путешествия. Вильнюс во всей его красе встречает нас роскошной погодой, ну и замечательными видами. Если я говорила, что это заповедник, вся прибалтийская сторона под открытым небом, теперь я говорю, что это один сплошной музей. Да, очень много культурных достопримечательностей, исторических памятников. Все настолько вот, глаз не отвесть. Но и в Вильнюсе очень много реставраций, очень много. Ну вот мы ходим по Вильнюсу уже где-то час. Везде все перекопано, то есть везде у них ремонт дорог каких-то, меняют булыжники на мостовых. Такое идет интенсивное строительство, интенсивный ремонт везде. Вильнюс оставил у нас такое некоторое противоречивое чувство. С одной стороны, это такой живой, европейский, безупречно отреставрированный центр, праздник для глаз. С другой, иногда кажется, что город немного меланхоличен и тих, словно он все еще обдумывает свою какую-то историю. Это не недостаток, а скорее его особенность. Вильнюс дарит покой, но при этом чувствуешь за этой тишиной глубокую многослойную драму. Он одновременно закрытый и гостеприимный. Именно этот контраст, эта задумчивость делает, на мой взгляд, его по-настоящему притягательным и не похожим ни на один другой город. Ну, так выглядит внутренний дворик старого Вильнюса. Машинки стоят и белье сушится. Очень аутентично. By the Ville's gentle flow, flow so free, flow so slow.
Удивительно, но в самом центре города есть своя республика. Ужупис называется, или Заречье, со своей конституцией и даже гимном. Это такой арт-квартал, символ свободы и творчества местных жителей. И это прекрасно отражает дух Вильнюса. Oh, Ujupis, land of yes, where the cats are always Здесь такая инсталляция. Оп, и они кланяются. no chains hold tight. We laugh by day and dream by night. Ну а мы, в свою очередь, тоже кланяемся Вильнюсу за гостеприимство. Пусть этот прекрасный город процветает, и жители его будут счастливы. И пусть каждый, кто сюда приезжает, чувствует себя так же уютно и радостно, как чувствовали себя мы. You need only be. Вы узнали, что недалеко от Вильнюса находится географический центр Европы. Некий географический институт Франции еще в 1989 году математически определил это место как географический центр европейского континента. Это стало главной причиной для создания там парка. Ну а парк сам был основан в 1991 году молодым литовским скульптором Гинтарасом Карасасом. Он задумал проект, чтобы художественно обозначить центр континента. На сегодняшний день в парке представлено более 100 скульптур от художников из более чем 30 стран мира. И скульптуры эти расположены очень тщательно, чтобы гармонично вписаться в окружающий ландшафт, леса, луга и пруды, создавая такое уникальное сочетание искусства и природы. Вот идешь такой, и раз над тобой летают какие-то существа. Люди летают, и стулья летают. Скульптурная композиция «Акробаты». Они падают с каната. Композиция из обугленных досок. Видимо, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме лесных пожаров. Мы не знаем, насколько это действительно, но в реальности вот монумент, посвященный непосредственной точке, что мы находимся в центре, и они начинают с этого места отсчитывать центр Европы. Ну, вот это самая большая скульптура из телевизоров в мире, как они ее называют. Оказывается, из телевизоров можно создать инсталляцию. Наверное, кто-то шарахался по помойкам, собирал телевизоры. На самом деле это самая большая проблема — не создать эту инсталляцию, а просто найти такое количество старых телевизоров. Короче, в книге рекордов Гиннесса большое кладбище старых советских рассветов. Ну вот, подходит к концу наше короткое путешествие по Литве. Стране, где невероятно гармонично сочетается чарующая природа и богатое архитектурное наследие, запечатленное в древних замках, в изысканных городских ансамблях. Здесь каждый найдет что-то для себя, от песчаных дюн Куршской косы до лабиринтов старого Вильнюса. Ну, конечно, за 4 или 5 дней невозможно по-настоящему познать всю глубину и многообразие Литвы. Чтобы полностью окунуться в ее атмосферу, открыть для себя еще больше живописных уголков и, например, посетить всемирно известные здравницы и санатории, нужно приезжать сюда снова и снова. Хоть русскоговорящих здесь не так уж и много, возможно, меньше, чем в Латвии, будьте уверены, английский здесь знают практически все, и общение не составит труда. И самое главное, что хочется отметить, народ здесь радушный и очень приветливый. К гостям, в частности израильтянам, относятся с большим теплом и гостеприимством. Спасибо, что были с нами. Планируйте свое следующее путешествие и обязательно включите в него Литву.
До скорой встречи!